Львы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Мы сегодня с вами посмотрим ваш второй прогноз на сентябрь 2024 года. Оценим, каким для вас будет месяц, что необходимо запланировать и какие энергии будут преобладать в течение ближайшего периода. Вы настраиваетесь на расклад на визуальный ряд арканов, потому что помимо того, что я вам озвучиваю, карты дают дополнительную информацию. Итак, основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Итак, основные энергии. У нас здесь ложится девятка мечей. Здесь какие-то переживания, страхи, может быть, чувство тревожности, а для кого-то бессонные ночи, связанные с теми событиями, которые происходят у вас в жизни. В любом случае, это, знаете, как много стресса, много внутренних переживаний или ситуаций, когда вы накручиваете себя сами. Причем по восьмерке жезлов эти переживания и страхи у кого-то будут сопряжены с новостями, с информацией, которая вам поступает. А для некоторых из вас это переживание относительно поездки, путешествий, перемещения, может быть для кого-то отдыха или вопросов иммиграции. То есть все то, что по сути вам несет какие-то неизведанные перемены. Если смотреть вопросы работы, здесь по королю чаш. На самом деле карта для вас позитивна, потому что в любом случае это аркан, который указывает на рост вашего профессионализма, ситуацию повышения квалификации, вашей экспертности и влияние мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы на вашу карьеру или на текущее положение вещей. Потому что это ситуация, когда человек может вас замотивировать или, так сказать, дать повод проникнуться своим делом, полюбить свое дело и развиваться в этой нише. Так ли это? Давайте с вами посмотрим и оценим ситуацию. Для тех, кто у нас сейчас не работает. Король чаш, туз мечей, это может быть желание, связанное с творческими процессами, то есть реализовать себя в этой нише. Как вариант, кто-то может вести свой влог или, может быть, там YouTube-канал. Но здесь тогда будут связаны переживания и страхи с тем, как это воспримет социум, какой будет отклик, какие, допустим, комментарии вы можете здесь получать, потому что здесь переживание, зайдет ли ваш контент, то, что вы даете в социум, вовне, именно вашей целевой аудитории. Для тех, кто у нас является соискателем, король чаши, четверка монет. Здесь могут быть переживания, связанные с тем, что идет ситуация стагнации, то есть вы, может быть, не можете найти работу или нишу, чтобы раскрыть свой потенциал или себя реализовать. И здесь нужно будет опираться на помощь или обращаться за помощью к мужчине водной стихии. Те же, кто у нас является наемным сотрудником, карта дьявол говорит о том, что вы себя свяжете новыми обязательствами. Может быть вопрос интересных предложений по работе, связанные с искушениями, потому что, как правило, это левые заработки, подработки, может быть для кого-то ситуация откатов, то есть все зависит от того, в какой нише вы работаете и чем вы занимаетесь. Но король чаш и дьявол, это, знаете, как идти на искушение совестью, то есть расставить для себя приоритеты. И те, кто у нас владеет собственным делом, король чаш, тройка мечей. Это тот момент, когда, во-первых, вы можете выгореть ментально, остро воспринимать критику, какие-то отзывы, ситуации, потому что девятка мечей и восьмерка жезлов, опять же, это переживать из-за отклика ваших клиентов, заказчиков, партнеров, то есть людей, с которыми вы коммуницируете. Плюс, помимо всего прочего, могут быть переживания, связанные с тем, что кому-то, допустим, в одной локации придется свое дело закрыть и перемещать его в иную локацию, в иной регион, то есть, знаете, здесь заниматься перемещением мощностей. Поэтому здесь и есть вот эта вот душевная боль, как оно пройдет, все ли получится, или все будет так, как было ранее. Сможете ли вы достойно зарабатывать. Финансовая сторона вопроса показывает, что здесь у вас все будет прекрасно. Поэтому не накручивайте себя попусту. Карта силы – это всегда прекрасные финансовые возможности. Это рост дохода, это рост потенциала. Это могут быть и выгодные покупки, инвестиции, вложения. То, что вам окупится троекратно. Поэтому действуйте смело, все будет получаться. Вопросы состояния здоровья. Четверка чаш – это больше ваш эмоциональный план. Вот то, как я сказала, вы себя сами накрутили, и как следствие это может отравлять и ваше самочувствие, и состояние в целом. Поэтому здесь нужно уметь прислушиваться к себе, к своему внутреннему я, к организму, ну и пытаться делать все для того, чтобы
компенсировать вот это вот негативное состояние или восприятие происходящего какими-то позитивными переменами. То есть научиться настраивать себя на позитивный лад. Для кого-то это возможно за счет аффирмаций, медитаций, у кого-то физическая активность, для кого-то творческий труд. В любом случае, 4 чаш, вы должны понимать, что если у вас пропал вкус в жизни, вы в состоянии вернуть его себе сами. Вопросы личной жизни. Здесь у нас ложится 7 мечей. Карта обмана, сокрытых отношений, тайных союзов, связей или лжи, предательства. Будем сейчас смотреть, как этот аркан раскроется именно для вас. Для тех, кто на данном этапе своей жизни у нас свободен, здесь ложится королева жезлов. Ну, во-первых, для девушек и женщин это вы сами, ваш сигнификатор. И в данном случае это может быть ваша инициатива или подход, построение сокрытых отношений, тайных отношений. Или может быть ситуация, когда, ну, колода, видите, у вас карта мир. С кем-то знакомитесь в интернете, но под другим ником, или выдаете себя за иного человека. То есть тут идет желание в чем-то себя обезопасить. Может быть, просто как бы развеяться или поиграть. Но в данном случае это будет ваша позиция. Не раскрывать свою личность или свою истину. Если мы смотрим ситуацию для мужчин, то 7 мечей и королева жезлов, это может быть знакомство с женщиной огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец, но девушка может быть не свободна. Не обязательно она должна состоять в браке или прям с кем-то сожительствовать, то есть, но она однозначно будет от вас скрывать наличие отношений. Для тех, кто в любовных треугольниках. 7 мечей, 8 мечей – это ситуация, когда вы погрязли, зависли в этом союзе, но повлиять на ситуацию или изменить ее коренным образом пока не в состоянии. Поэтому все здесь останется без изменений. Для тех же, кто у нас в стабильных парах, 7 мечей и 10 мечей. Понятно, что эта ситуация отыграется не для всех, но может она быть в таковом ключе. Во-первых, это может быть разрыв отношений по причине предательства. Не всегда это вопросы измен. Это может быть какое-то сокрытое прошлое, это может быть утаивание доходов, ну то есть или просто какие-то вещи, которые неприемлемы для вас, или на которые были табу непосредственно в вашей паре. Еще, понятно, что не все здесь разойдутся. Смотрите, 7 мечей, 10 мечей, паж мечей – это как покончить с вопросами подозрений, предательства, даже если такие моменты будут выявлены. Это как обсудить, поговорить и закрыть для себя эту тему. То есть она вас больше не тревожит. Не все, конечно, здесь пары разойдутся, но по этим картам есть риск разрушения у кого-либо отношений, потому что здесь эта триада карт об этом говорит. Для некоторых это может быть принять, осознать и простить, а для некоторых принять, понять и отпустить. Поэтому здесь каждый для себя сам выберет свою линию поведения. По совету и рекомендациям. Карта Солнца. Солнце, по сути, так же, как и карта сила, это ваши арканы, потому что это ваше солнце, это ваша энергетика, это ваше позиционирование в социуме. Поэтому карты здесь вас призывают: выбирайте себя, свою зону комфорта, свое счастье в любой нише, в любой сфере. То есть не идите кому-то на уступки. Это не значит, что вы должны быть какими-то там непрогибаемыми или толстолобыми, нет. Но по Солнцу это делать то, что вас делает счастливыми, или находиться там, где вы испытываете счастье. Потому что именно вот этот заряд энергии, который вы получаете от других людей, делает вас целостным. Если кто-то, скажем так, вас обесценивает или сосет вашу энергию, а вы ничего не получаете взамен, имеет ли смысл оставаться в этих отношениях? Плюс по карте Солнца. Это заявить о себе ярко, амбициозно. И неважно, будь то отношения или, может быть, новая, знаете, как бы перспектива работы, карьеры, или заявить о себе в каком-то проекте. То есть действуйте. Если вы намеревались, для вас будет в этом плане успешный период. Смотрим с вами неожиданность месяца. Клевер, солнце, сердце и карта письмо. Но на самом деле, как мы видим, здесь для вас прекрасные моменты, в особенности в плане личной жизни. Для кого-то знакомства и отношения по переписке. Для тех, кто уже, скажем так, в реальных союзах, клевер, луна и сердце – это ситуация прояснения каких-то страхов, непонимания. Не могу сказать, что выяснение взаимоотношений, но прояснить те факторы, которые для вас были важными, или в чем-то вы сомневались, или у вас были страхи. Если не брать личную жизнь, то данные арканы у нас говорят в первую очередь о
В вопросах состояния здоровья проверить сердечно-сосудистую систему, заняться этим моментом, ну и ваше психоэмоциональное состояние, то есть его восстановить. В плане работы это прикипеть всей душой и сердцем к делу, которое вам дает и процветание, и развитие, ну и возможности стабильного заработка. Поэтому вот такой месяц, очень продуктивный, очень плодотворный. Вот эта вот ситуация в плане разрыва, повторюсь, она отыграется у кого-то в единичном проценте, но я озвучиваю честно, как оно есть. Поймите, все, что в жизни не происходит, происходит к лучшему. Самое главное – это понять, принять и осознать, сделать для себя выводы и менять жизнь в том направлении, которое делает вас счастливыми. Вот такой вот расклад на месяц. От вас я жду обратной связи, коммуникации. Поэтому пишите. Буду признательна за энергообмен. Если для вас актуальны вопросы обучения на Таро или индивидуальной консультации, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.